Следующая вкладка – это система. Здесь есть несколько подвкладок, пройдем их все по порядку. Первое – это статус. Вверху собрана сводная информация. Самое важное здесь – это количество оставшегося свободного места. За этим желательно постоянно следить. Следующий момент – системное время. Важно, чтобы оно всегда было правильным, поскольку в случае расследования какого-либо момента, если время сбито, то непонятно, когда конкретно что-то произошло. Дальше в настройках я покажу, как оно выставляется. Системное время лучше также всегда контролировать. Следующий пункт – время работы сервера. По сути, он является здесь самым важным. В случае, если сервер перестал принимать вызовы, убедитесь, что аптайм не прерывался. Статус Gatekeeper, тут все понятно. В случае, если есть резервный сервер, здесь будет о нем информация. Сейчас здесь никакого резервного сервера нет, поэтому стоит None. И также важна версия прошивки, потому как если обращаться в техподдержку за помощью, то первое, что спрашивают сотрудники техподдержки, это как раз таки версия прошивки. Следующая вкладка – это шлюзы. В первую очередь, шлюзы предназначены для того, чтобы мы могли стыковать, например, сервера Venteo между собой и сервера Venteo с чем-то еще, например, вызывать абонентов IP-ATS к себе в конференцию. Для этого нужно будет настроить шлюз, либо еще его называют транк. Добавляем новый шлюз по кнопке справа сверху. Здесь нужно будет выбрать SIP, либо H323. Если будете строить транк с серверами ВКС, то лучше это делать через H323. Добавляйте имя для идентификации, чтобы самому понимать, с чем конкретно у вас транк. Ну, например, это будет Cisco. Дальше обязательно прописывается IP-адрес устройства. Также можно зарегистрировать имя и пароль, но, как правило, этого не требуется, поскольку на той стороне настраивается точно такой же транк, друг о друге они знают, тем более, что зачастую они стоят в одной сети и между ними нет NAT. Ползунок «Принимать входящее» обязательно включаем. Расширенные настройки, мы уже частично о них говорили, когда говорили о настройках абонентов и настройках конференции. Здесь выбираем кодеки, которые поддерживаются той стороной. Здесь все то же самое, что и в H323 абоненте. Поле from domain. В некоторых случаях, когда мы строим транк, например, с инфраструктурой Cisco, нужно указать доменное имя. Интересная вкладка «Маршруты». Здесь мы описываем ту маску звонка, которая принадлежит этому шлюзу. Аналогично правил для астериска. Ну а вес влияет на ранжирование направлений. Более подробная информация про то, как настроить шлюз с тем или иным устройством, будет раскрыта в отдельном подробном видео. Это видео совсем скоро появится у нас на канале. Следующая вкладка – это видеоролики. Здесь в целом все интуитивно понятно. Можно добавить видеоролик на сервер. Что нужно здесь отметить? То, что видеоролики свыше 512 мегабайт могут не загружаться из-за ограничений браузера. Поэтому, если будете загружать большие ролики, то лучше использовать браузер Firefox. Там они могут протолкнуться. Также желательно, чтобы видеоролики были стандартных разрешений, например, 1920 на 1080 или 1280 на 720. Вкладка «Настройки». Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что если вы что-то измените в настройках и нажмете «Сохранить», то у вас оборвутся все конференции и сервер перезапустит основные службы. Поэтому, когда у вас идет конференция, в настройки лучше не залезать. Здесь, кстати, наверху как раз об этом и говорится. В настройках диапазонов номеров можно изменить те номера, которые будут присваиваться абонентам и конференциям. Если вы настроили синхронизацию с Active Directory, тут тоже можно настроить, с какого по какой номер будут начинаться ваши абоненты, выгруженные оттуда. Brandmauer. Здесь есть небольшая подсказка по настройке Brandmauer, то есть логика тут в том, что если вы четко знаете, с каких сетей будут подключаться ваши участники, то можно вписать их сюда, а остальные сети будут игнорироваться. Стоит уточнить, что речь идет только про подключение SIP и H323. Отправлять контент в основном потоке, мы уже говорили про эту настройку, когда рассматривали настройки конференции, только там это применяется по отношению к конкретному абоненту, а здесь ко всему серверу. Параметры H323. Включен-выключен H323 Gatekeeper. Это нужно для того, чтобы вы могли свои H323 устройства регистрировать на нашем сервере. Диапазон TCP портов H225, H245. Эти порты должны быть открыты или прокинуты на сервер, если он находится за NAT. На картинке вы можете найти схему размещения сервера Venteo. Также информацию об этом можно найти в статье по ссылке на экране.
Если вы хотите использовать в своей сети приоритизацию пакетов, можете использовать Type of Service. Настройки времени, об этом мы также говорили, именно здесь они настраиваются. Язык интерфейса, они влияют в том числе на голосовые приветствия и на заставки, которые вы видите при подключении к конференции. Дальше пойдем по порядку. Параметры сетевых интерфейсов. Если у вас сервер имеет прямой доступ в интернет, как правило, белый адрес используется в ETH0, потому тут сразу можно указать шлюз. Другие интерфейсы вводятся дополнительно при помощи кнопки «Добавить». Грамотный администратор может сразу спросить, как же быть, если я захочу, например, добавить сюда шлюз. Открываете следующую вкладку «Маршруты» и добавляете вручную те сети, которые должны ходить через определенный шлюз. Вбиваете сюда адрес этого шлюза и физически выбираете нужный вам интерфейс. Вкладка NAT. В этой вкладке нужно обязательно назначить внешний IP-адрес этого сервера, а также внести список локальных сетей, чтобы сервер понимал, с кем он общается в локальной сети, а с кем во внешней. Настраивая работу сервера за NAT, не забудьте поставить галки SIP и H323. По поводу UDP портов вот здесь мы проговаривали чуть выше, когда говорили про основные настройки. Вкладка «Входящие», также очень интересная вкладка, это система антиспам фильтра. Если ваш сервер стоит в локальной сети, они по умолчанию выключены, вам настраивать ничего не надо, это понятно. В случае, если ваш сервер смотрит в интернет, вам обязательно нужно настроить эту вкладку. По умолчанию мы рекомендуем поставить галку и ввести количество символов, например, 7. Это позволит отсечь звонки спамеров из интернета, состоящие из более чем 7 символов. Если спамеры звонят на номер из 7 символов или меньше, есть способ их автоматически заблокировать. К примеру, когда вы включаете черный список, то звонки, которые не попадают под первое правило, попадают в комнату ожидания, и там им проговаривается «введите пин-код». Поскольку это спамеры и, естественно, пин-код они не вводят, а просто там висят, то по истечении 20 минут спамер блокируется и попадает вот сюда, в черный список. Так что, если у вас есть абоненты, которые звонят и не могут дозвониться, можно поискать здесь их IP-адрес, и если он тут, то его можно удалить. После удаления обязательно нужно нажать «Сохранить». Следующая вкладка «Настройка записи звонков. ». Можно включить запись. Единственное, что хотелось бы отметить, если у вас много звонков, контролируйте, чтобы у вас не закончилось место на жестком диске. Разрешение звонков по умолчанию. Сильно загибать его не нужно, поскольку звонить могут с разных устройств, ну и, конечно, это тоже влияет на запись. Чем выше разрешение, тем больше места будет съедать запись. Из видеороликов можно выбрать какой-то один, который будет проигрываться во время того, как один абонент звонит другому, который пока не отвечает, и вместо гудков будет проигрываться вот этот ролик. Также видеоролик можно поставить на автоповтор, и он будет проигрываться снова и снова. Во вкладке «Почта» настраиваются параметры почтового сервера для рассылки уведомлений. В частности, когда вы планируете конференцию, и если у абонента, которого вы туда добавили, указан электронный адрес, то вот с этого адреса сервера придет уведомление. Подключение анонимов. Об этом мы уже тоже вкратце упоминали. Здесь выставляем разрешение битрейт и FPS, которые будет у анонимных участников. Если ваш сервер смотрит в интернет, то галочку «Создавать анонимные комнаты» рекомендуем поставить на отключенную, иначе вы будете страдать от набегов спамеров. Если же сервер у вас в локальной сети, то вы можете использовать схему создания быстрых комнат. Логика здесь такая. Предположим, вам нужно собрать быструю неуправляемую конференцию, пообщаться небольшой рабочей группой. Вы звоните на несуществующий номер, например, 5 пятерок, и своим коллегам в чате пишете «Конференция 5 пятерок, подключайтесь». Как только последний участник выйдет из комнаты, конференция автоматически закроется и пропадет. Вкладка LDAP. В случае, если вы хотите использовать учетные записи своих абонентов из Active Directory, то вы должны будете настроить синхронизацию через протокол LDAP. Каскадирование. Как мы знаем, Venteo позволяет собирать каскад из нескольких серверов для увеличения общей производительности системы. Здесь как раз таки можно добавить каскадные сервера. Диагностика. Из этого пункта вы имеете доступ к стандартным инструментам администратора. Здесь можно, например, попинговать удаленное устройство, сделать трейс удаленному устройству, снять дамп звонка
если что-то происходит не так. В прошлых видео мы уже рассказывали о том, как снять дамп, ссылка будет вверху экрана. Либо же выгрузить логи, это нужно для техподдержки, если техподдержка попросит у вас логи, то это можно сделать здесь, она же и расскажет, как это сделать. Вкладка SSL позволит внести ваш сертификат SSL, для того, чтобы абоненты, которые подключаются к серверу через веб, не получали уведомления браузера о том, что их подключение не защищено. Перезагрузка и выключение. Все интуитивно, просто и понятно. Следующая вкладка — это лицензии. Лицензируются конкурентные вызовы с разным разрешением. Соответственно, вы можете приобрести какое-то количество лицензий с качеством VGA, лицензии HD, Full HD или аудио. Также могут быть временные лицензии. Вот здесь ограничения по времени. Или постоянные. Отдельно лицензируется резервирование и конструктор раскладок. Для того, чтобы запросить лицензии, вы просто вбиваете нужное количество нужных лицензий. Например, вам нужно 10 HD, 5 Full HD, 30 аудио и, например, 10 VGA. Также можно поставить вкладку «Ограниченная по времени лицензия» или «Нет». Здесь количество часов, например, 1000. Отдельно резервирование. И генерируем лицензию и отправляем тому партнеру, который поставлял вам это решение. Он должен прислать вам файл лицензии, вы загружаете его сюда, и как только файл загрузится, вы увидите изменения. После активации у вас будет уведомление, что лицензии загружены корректно, и можно перейти в статус и посмотреть Uptime. После загрузки лицензий сервер должен перезапустить свои службы. Это самая распространенная система лицензий, но есть и другие способы лицензирования. За более подробной информацией вы можете обратиться к нашим партнерам. Следующая вкладка «Обновления». За обновлениями нужно всегда обращаться к тем, кто поставлял вам решение. Текущие настройки можно экспортировать. Экспортируется список абонентов, группы, список конференций и их настройки и расписание. Настройки сетевых интерфейсов не экспортируются, поэтому вам нужно будет их заново настроить. Этот экспорт нужен, например, если вы переходите на более мощный сервер, экспортируете файл configuration, потом заходите в настройки и загружаете ваш файл. Вкладка «Конструктор раскладки». С помощью него можно создавать самые разные раскладки под самые разные задачи и сценарии вашей конференции. И последняя вкладка — это веб-клиент. О нем мы рассказывали в отдельном видео, ссылка будет в описании.